Привет, меня зовут Олеся, и сегодня я поделюсь с вами своими рассуждениями, наработками по поводу нашей зависимости от других людей и молчанием, связанным с этим. Мое молчание, пишу я, это прежде всего полное сосредоточение на другом человеке. Это часть контроля. Я будто замираю, отключаю всю свою активность, голос, будто это шум, мешающий анализировать окружение, анализировать других людей, значимого человека, другую, новую для меня среду. Там, в этом молчании, есть очень жесткое напряжение, ожидание опасности. Это даже непростая тревога. Это скорее похоже на то, как животное прячется в безопасном для него, невидимом для других месте. Он активирует все свои силы и направляет всю свою энергию на сканирование и оценку ситуации. Это животное готовится к нападению. Вернее, так, это животное готовится к защите, к прыжку. Его нервная система мобилизована. Мышцы готовы совершить этот прыжок, рывок в любой момент. Речь идет здесь не о спокойном наблюдении. Это скорее похоже на холодный расчет сил противника. Это режим выживания в опасной среде. Опасность здесь ключевое слово. Это драйвер, ключевой контекст. Мир воспринимается как опасное место, и это определяет все последующее поведение человека. Это сама стихия, дикая природа, непредсказуемая и разрушающая. А это значит, что стратегия была сформирована еще в младенческом возрасте, до объектном периоде. То есть, когда ребенок еще не отделял себя от объектов окружающего мира. Любое движение опасно. Возможно, если такая психика видит движение в свою сторону, движение другого человека, у него нет вариантов, нет дилеммы, друг это или враг. И психика изначально это оценивает как опасность. То есть сближение с объектом для человека опасно. Нужно пятиться назад, замереть и приготовиться к худшему. И да, теперь мы подошли к этому, и это часть гиперконтроля. Внимание! Здесь речь не идет об интересе к другому человеку, тот интерес, который дает любопытство, желание узнать другого. Нет, это изучение другого, чтобы понять, насколько он опасен. Это сканирование не полного спектра качеств другого человека, а избирательное, скорее селективное сканирование только того, что может определяться как опасное. Другими словами, производится анализ только негативной части. Позитивная часть отфильтровывается и отбрасывается как ненужная. Отсюда я делаю вывод, что здесь мы имеем дело с целью. Цель имеет значение. С одной стороны идет выживание против жизни, анализ против интереса и любопытства, научное изучение фактов о мире и другом человеке против игры и исследования мира, интереса к этому миру. Следующий аспект. Объект наблюдения – это другой человек.
в режиме нон-стоп. Происходит привязка к объекту наблюдения. В таком режиме ум ищет объект, чтобы на него ориентироваться. А если такого объекта поблизости нет, то он использует объект, представьте себе, из своей памяти, любого другого человека, из своего прошлого, из памяти, и направляет на него фокус внимания в своем воображении. Объект просто здесь необходим, так как без этого объекта не будет активности. Психика впадает в состояние покоя. Нет объекта, она отключает сознание, погружается в небытие, как бы говорит этому миру: «Меня нет». То есть у нас есть два варианта. Либо я есть, я вижу другого, соответственно, я в опасности. Либо другого объекта нет, соответственно, меня тоже нет. В таком режиме будто нет такой опции, как «я есть», независимо от того, есть ли другой объект или его нет, независимо от наличия или отсутствия другого объекта. Тогда что происходит, например, в контрзависимом поведении, когда человек выбирает не строить отношения с другим? Здесь все то же самое. Я есть, я вижу другого, и я в опасности. Первая часть остается неизменной. Но следующая часть – это уже вывод. Поэтому я слежу за тем, чтобы другой ко мне не приближался. Это уже новый вывод. То есть фокус внимания остается все-таки на другом. Я его держу в фокусе внимания, я все время в напряжении. Я уходит в фон, на периферию. Оно как бы заблерено. Соответственно, мы не чувствуем того, что нам хочет сказать наше тело. Нет доступа к нашим эмоциям. Так, хорошо. Дальше. Поскольку психика выбирает один объект, который она, как пастух, начинает пасти и ориентируется только на него, то остальные объекты этого мира, люди, будут расцениваться, использоваться в качестве инструмента, средства, с помощью которого обслуживается этот главный выбранный объект внимания. Один объект, все остальные пляшут только для него. У нас один зритель. Меня там нет. И чем опаснее человек, тем больше такая психика выделяет его из окружающего мира и начинает производить все возможные действия для того, чтобы нейтрализовать его опасность. Вот, например, мамы часто используют детей как буферные зоны, как инструменты для того, чтобы манипулировать своими мужьями. Мужчины тоже это делают. Этому зверю, тому выбранному опасному человеку, этому зверю, причем это может быть не опасный человек, но психика его расценивает как опасного. Этому зверю приносится в жертву все, что находится в досягаемости у такого человека. Он буквально готов кидать ему в пасть еду и мясо других животных. Иногда я что-то отрезаю от себя. Главное здесь, чтобы зверь был накормлен и сыт. Молчание, как стратегия поведения, имеет также множество аспектов. Оно адаптируется другими системами и используется в разных контекстах и ситуациях. Например, здесь я приведу пример, который произошел со мной несколько лет назад с моим бывшим молодым человеком. Например, один партнер пролил масло и разозлился и начал кричать:
куда ты его поставила, это же так неудобно, то есть обвиняя другого партнера за свои действия. В этом случае, допустим, я объектоориентированный человек, для которого другой уже назначен главным, оценивает ситуацию и видит неадекватность поведения своего партнера. Но его стратегия не диалог, а молчание. Это молчание воспринимается как равнодушие. Со стороны так кажется, но на самом деле просто психика маркировала его поведение как негативное, опасное и вступила в свою фазу молчания. Это молчание таковым кажется только вовне. Внутри самого человека объект уже оценен как проблемный, и поскольку в этой конфигурации не предполагается никаких действий, если это не угрожает жизни человека, то нет необходимости нападать и защищаться. И психика выбирает продолжать молчать. То есть человеку может даже казаться, что другой должен догадаться, что это молчание обозначает. Ведь слова здесь излишни. То есть снова, еще раз, диалог с другим не предполагается. Его просто нет в меню. Диалога нет в меню. Нет в списке стратегий взаимодействия с другими людьми. Это происходит не всегда, это происходит только тогда, когда другой объект, другой человек назначается важным. Так действует наша психика. И так мы отстраняемся и покидаем другого человека. Выходим из ситуации, начинаем молчать, уходим в другую комнату или из жизни этого человека. И точно так же мы иногда прерываем диалог с миром, когда нам жизнь кажется трудной или тяжелой. Мы присутствуем в ней частично, держа в фокусе внимания реальность, но для себя сами решаем, что незачем продолжать действовать, взаимодействовать с этим миром, и мы погружаемся в молчание и ставим жизнь на паузу. Вернее, даже так. Если жизнь трудна, мы напряженно игнорируем ее. А что, если жизнь не такая уж опасная? А что, если эта наша привычка видеть ее таковой искажает наше восприятие? А что, если другие люди не такие уж непредсказуемые? А что, если вступить в диалог с ними не поверхностно, а по-настоящему? А вдруг там есть что-то ценное, то, что мы можем увидеть в других и в себе? А вдруг? А вдруг мир — это прекрасное место? Просто надо перестать прятаться от него, перестать молчать в ответ на то, что он нам пытается сказать, не принимая это в штыки с самого начала, а со всем вниманием выслушать, слушать всем своим существом, слушать своим умом, слушать своим телом, присутствовать и слушать, а затем говорить. Возможно, и нам будет что сказать этому миру в ответ, но только тогда, когда ответ будет рожден в результате этого взаимодействия.